Игрок. Точка, точка, точка. Мы не хотим здесь находиться. Мы знаем, что все так думают на работе, но мы просто совершенно не хотим этого делать. Мы понимаем, что это звучит негативно с нашей стороны. В подобных условиях сложно оставаться позитивным. Сегодня мы работаем с 3 до 7, что не так уж и плохо, но не сказать, что замечательно. Мы только что пришли, так что знаем, лучше не проверять часы прямо сейчас. Нам, наверное, стоит подойти к мясному прилавку до того, как объявят наше имя по городской связи. 15:31. Мы просто не можем удержаться. Мы не в восторге от нашей работы. Нам не нравится думать о том, как убивать невинных животных. Видеть их останки, выстроенные в ряд на полке, готовые к употреблению, это отвратительно. По крайней мере, для нас. Точка, точка, точка. Но... Точка, точка, точка. Ему, кажется, это нравится. Низкоинтенсивное дыхание. Вот он. Перьяголовый. Хотя мы не знаем, почему все его так зовут. Скажите ему привет хоть раз, проигнорируйте его, как всегда. Я думаю, поприветствуем. Привет, перьяголовый. Хмурое выражение на его лице никуда не девается. Тед. Имена. Тед. Тед. Ну, теперь нам просто неловко. Точка, точка, точка. Тед скрывается за стойкой, но выглядит более расслабленным, чем обычно. Почти нежным. Я не знаю, там должна быть какая-то музыка или звук, но у меня нету ничего. Игрок 16:46. Я так понимаю, здесь надо как-то время запоминать. Но я вообще об этом не думаю. Наверное, это важно. Спустя следующие 2 часа работы вы ощущаете чье-то присутствие рядом, пока раскладываете товары по полкам. Тед снова здесь. Тед. Точка, точка, точка. Игрок. Точка, точка, точка. Привет, Тед. Он дергается. Тед. Точка, точка, точка. Закончили? Игрок. Ага. Мы как раз заканчивали. Тед. Хорошо. Он пристально смотрит на вас, словно ждет реакции на свою похвалу. Не знаю, как в руке, но я чувствую некоторое родство с ним. Тед, пойдем. Он жестом приглашает вас следовать за ним и вновь исчезает за стойкой. Я, кстати, не знаю, это ужасы или здесь еще романтика какая-то есть. Не знаю. Но если есть какой-то род на романтику, я не против. Будет забавно. Он пристально смотрит на вас, стоя непривычно близко. Тед, точка, точка, точка. Скучаете? Ага. Вы неловко переминаетесь с ноги на ногу под его взглядом. Тед. Поговорите с Тедом. Игрок.
Мы не знаем, о чем говорить. Перевод такой странноватый. Тед. Вам нравится птица? Тед любит птиц. Птица? Ему нравится птица? Игрок. Птица хорошая. Тед. Хрупкие. Вы замечаете, что его дыхание становится тяжелее. Тед. Тед ненавидит мясо птиц. Отвратительно. Убийство невинной жизни. Игрок. О, а как насчет коров или свиней? Тед. Теду все равно. Птички. Бедные маленькие птички. Я его понимаю на самом деле. У меня то же самое, но с кошками. Типа, конечно, остальных тоже жаль, но просто как это ощущается большее родство с кошками, потому что, не знаю, они как-то ближе всегда были по жизни. Корова, да мне без разницы. Он всегда так разговаривает. Игрок. Что ж, приятно, что ты так сильно заботишься о птицах. Тед. Молчание. Он просто один раз кивает. Тед. Вы тоже хрупкие. Как птица. Тед заметил. Где мы вообще стоим? Типа, как это называется? Виси, блин. Теперь его дыхание становится еще тяжелее. Я не знаю, если это яой, то... Ладно. У меня есть сильное мнение, что здесь должен быть какой-то звук, там, типа амбиента, какого-то жуткого сейчас. Так, кстати, с этим эффектом еще симпатичнее даже. Типа контраст приятный какой-то. Тед. Маленькая птичка. Следуйте за Тедом. Он исчезает в морозильной камере. Это... Мне аж это... Мне это флешбэкнуло по морозилке из Tomb Raider. Вы чувствуете себя плохо. Время неизвестно. В морозильной камере холодно. Тед закрывает дверь. Неужели мы настолько горячие, что нужно запираться в морозилке? Вы не знаете, зачем пошли за ним. Тед, маленькая птичка. Он подходит ближе, прижимая вас к задней стенке морозильной камеры. Так, раз он это, любит птиц, особенно маленьких, и говорит, что они хрупкие, и типа он им сочувствует, то игрока он тоже к нему какие-то теплые чувства должны быть, раз мы... Я думаю, это типа еще из-за того, что мы поприветствовали, заговорили. Не знаю, растопили его как-то. Тед. Молчание. Маленькая птичка. Теда. Идите сюда. Это конец игры. Точнее, этого рута. Все погружается во тьму. Вы не знаете, куда оно вас ведет. В потайную комнату в морозилке.
когда вы просыпаетесь, тот несет вас вверх по лестнице. Воздух стал еще холоднее, и вас болит голова. Вы чувствуете, как что-то похожее на кровь стекает по вашему лицу. Нам это сделали, операцию, что ли, как зовется-то. Раньше очень популярно было. Это извиняется. Маленькая птичка. Сейчас я приведу вас в порядок. Достану вам хорошую новую клетку для птиц. Мне интересно, что будет, если не приветствовать. То там уже, типа, игра закончится. Сама суть в этой... Рут. Путь. Как это, переводится? Ветка. В этой ветке. Он останавливается, открывает дверь в квартиру. Добро пожаловать домой, маленькая птичка. Интересно. Игра закрылась. Вот и думаете. Ладно, я попробую еще раз посмотреть, что будет, если в другой вариант выбрать. Так, проигнорируйте его, как всегда. Вы отворачиваетесь от него, игнорирую я, как всегда. Выражение его лица трудно разобрать. Перьеголовый. Подождите. Игрок. Он вручает вам клочок бумаги. Игрок. Ладно. Лист того, что нужно сделать. Продезинфицировать... Блин. Так, продезинфицировать. Блин, я не знаю, как это слово пишется, что-то. Сделать это с мясным блоками. Мясными. Сделать то же самое с ножами и мясорубкой. Проверить температуру холодильника. Морозилки. И какой-то код. Время проходит. Вы дезинфицируете разделочные доски, ножи, точило и фиксируете температуру в морозильной камере. Точно так же, как вы всегда это делаете. И потом он нас застает там. День проходит без проблем. Уходя вечером, вы игнорируете присутствие перьеголового за стойкой. Вы чувствуете, как он смотрит на вас, пока вы уходите. Ну, короче, я так думаю, он уже... Вот этот Тед, он уже давно на нас засматривается и с нашего позволения начал ухаживать за нами. Типа, ну раз уж он или она не против, он всегда так делает. Вы не подозреваете, но вы спасли себя. Да ладно, может там не все так плохо. Просто делая то, что вы всегда делаете. Это всего лишь вопрос времени, маленькая птичка. То есть автор так намекает на то, что
игрок все равно в какой-то момент начинает с ним говорить и становится очень близким с Тедом. Игра называется Clock Watching. Возможно, увидимся еще.